Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал Дом и Сад. Меня зовут Александра. В этом видео хочу поговорить о том, чем полить огурцы, если хотите иметь длительное плодоношение, а ваши растения уже начинают снижать урожай. Сегодня на календаре начало июля, и я думаю, что многим огородникам это будет интересно. Под первым номером, конечно же, регулярный полив. Как вы знаете, плоды огурцов состоят в основном из воды. Кроме того, растение имеет огромные листья, через которые происходит фотосинтез и испарение влаги. Поэтому вполне очевидно, что для длительного и постоянного плодоношения нужен регулярный, обильный полив теплой водой. Регулярный полив поможет поддерживать не только плодоношение, но и нормальное состояние корневой системы. Если полив недостаточный и нерегулярный, то нежная корневая система огурцов начинает барахлить. Кончики тонких корней усыхают, их всасывающая способность снижается. Снижение возможности всасывания питательных веществ вместе с водой приводит к резкому падению урожайности. Завязи огурцов становятся желтыми и усыхают. Поэтому, чтобы такого не произошло, поливайте свои огурцы теплой водой регулярно и помногу. Под вторым пунктом у меня применение укоренителей и микробиологических удобрений. Со временем все растения, в том числе и огурцы, конечно же, стареют. Стареет и корневая система. Количество тонких белых всасывающих корешков уменьшается. Как следствие, снижается подача питательных веществ в стебли, плоды и урожай становятся меньше. Для возобновления попробую использовать слово, которое полноценно опишет эту ситуацию, распространенности корневой системы огурцов, если они плодоносят уже довольно длительное время, и она, так скажем, изношена, я использую стимуляторы роста корневой системы. Это может быть и корневин, и эпин, и янтарная кислота, и фертирут, и циркон, и грандис. Обычно такие укоренители содержат растительные гормоны – ауксины, гетероауксины, цитокины, аминокислоты, например, индолил-3 масляную кислоту из семейства ауксинов, и микроэлементы, которые стимулируют деление клеток корневой системы огурца и помогают ее быстро возобновить. В списке доступных препаратов корневин, который содержит индолил-3 масляную кислоту. Вот схема, как приготовить водный раствор корневина для огурцов. 5 грамм корневина надо растворить в 5 литрах воды и поливать огурцы полученным раствором под корень. На одно растение нужно примерно 1,5 литра водного раствора корневина. Еще один доступный укоренитель – это грандис. С ним работать еще проще. На поверхность почвы, где растет огуречная лиана, высыпать примерно пол чайной ложки или 2,5 грамма препарата, перемешать с почвой и хорошо полить. Можно также посыпать почву, где растут огурцы, этим укоренителем, сделав неглубокую канавку рядом с огурцами, из расчета на 1 погонный метр 10 грамм препарата. Затем перемешать его с почвой и основательно полить. Также я иногда использую фертирут. Это новый препарат на основе фитогормонов и витаминов, которые используются для стимуляции образования корней, ускорения роста вегетативной массы, повышения иммунитета растения, что, согласитесь, для стимулирования плодоношения огурцов-старичков очень немаловажно. Вот схема обработки фертирутом. 25 мл препарата надо растворить в 10 литрах воды и полученным раствором полить каждое растение огурца из расчета пол-литра на одну огуречную лиану. Ну и под третьим номером подкормка по листу полноценным комплексным удобрением. Поскольку корневая система огурца стареет, питательные вещества усваиваются хуже, пока идет нарастание новых молодых корней после обработки укоренителем, самое время подкормить и огуречную лиану по листу. Почему по листу? Потому что листовые подкормки растения усваивают быстрее, чем корневые, отзываются на них тоже быстрее, и как результат начнут появляться новые свежие огуречные листья на лиане и новые завязи маленьких огурчиков.
Обычно я использую для такой подкормки комплексное минеральное удобрение с формулой НПК 20-20-20 или 18-18-18. Но можно взять и обыкновенную нитроамофоску. У нее формула НПК 16-16-16. Для подкормки по листу нужно всего 10-15 грамм такого удобрения, то есть примерно половина столовой ложки и 10 литров теплой воды. А чтобы еще и немного оздоровить стареющие листья огурцов и убить грибки, начинающие свое паразитирование на листьях, я добавляю еще 2 грамма, пол чайной ложки борной кислоты. Этим раствором подкармливаю и обрабатываю одновременно огурцы по листу. Лучше сделать такую подкормку прохладным вечером или очень ранним утром, чтобы солнце не высушило преждевременно листья, они успели усвоить все, что вы им предложили. Вот такую работу я делаю в начале июля, чтобы продолжить интенсивное плодоношение огурцов. Ну а далее, как обычно, органика для питания и монофосфат калия для завязывания плодов огурцов. Но делать это нужно примерно через 10-14 дней после тех процедур, о которых я рассказала. Подробно о подкормках огурцов вы можете посмотреть видео, которое есть на моем канале. Ссылку оставлю в описании. Спасибо за просмотр, подписку и лайк. Скоро увидимся!